Сегодняшнее видео я должен был снять очень давно, но все никак руки не доходили. А значит, всем привет! И тема сегодняшнего видео: будем плавить алюминий по мотивам ролика канала Folkcraft. Потому что меня заваливают ссылками на этот канал. И я не могу каждому объяснить, что я смотрю этот канал постоянно, смотрю, учусь у этого паренька, молодец. Все творит он правильно. И поэтому сегодня снимаю видео, прям один в один постараюсь повторить, как он делал. Снимаю видео, и если получится, комментаторов отсылаю на это видео. И если не получится, тоже комментаторов отсылаю на это видео. Так, суть в чем? Там парень, автор канала, в тигле покрашенном жидким стеклом. Все, он внутри прокрашенный полностью. Ну, я его полностью прокрасил, чтобы меньше горел. Прокрашенный жидким стеклом. Ну, правда, он в муфельной печи, я буду в горне. Доводит до 700 градусов. Снимает тигель. Уже, то есть, тигель стоит на кирпиче, снимает шлак. Потом заливает его в такую форму. У него примерно похожий цилиндр, стенка 10 миллиметров. Я его сейчас только проточил, там не ржавчины, все чисто. Ставится на шамотный кирпич у него и заливается. Потом сверху прогревает горелкой. Ну, у меня газовая горелка. Ладно, у него помощнее. Но это, я думаю, без разницы. Единственное будет отличие. У меня нет талька. У него тальком был кирпич посыпан. У меня талька нет. Но зато я перед заливкой все это дело тщательно прогрею. Кирпич, форму. То есть будет прогрето. И после того, как залью алюминий, еще погрею. То есть, по идее, остывание будет медленное, равномерное. И посмотрим, что получится. И сделаю, попытаюсь сейчас, если все получится, сделать 3 отливки. У меня алюминий, это уже, он по разу переплавленный, этот алюминий. Поэтому шлаку тут быть должно мало-мало. Да, и автор никаких дегазаторов, ни соли, ничего туда не сыпал. В первом своем эксперименте. Вот я повторять буду первый эксперимент. Он не сыпал туда ничего. Так же и проверим. Первую отливку сделаем. Это моторный алюминий, головка автомобильная. Первая переплавка уже была. Вот. Ну, как я считаю, из этих алюминиев, из этих сплавов он самый чистый. Поэтому, чтобы не загаживать тигель примесями всякими, он первый пойдет в дело. Следующий пойдет поршня, который я недавно плавил. Тут уже кремния много, поэтому он пойдет следующий. Следующая отливка будет. И последняя отливка будет, это вот с прошлого видео стакан этот. Или как уже написали, пепельница. И даже шлем для кота. Так. Вот. И здесь, короче, тут сброд алюминия всякого. Тут все, что было, плавил я всякие куски-муски, поэтому он будет у меня последним. Ну все, разжигаю теперь горн и поехали. Все, печь разгорелась. Жидкое стекло вроде прожарило. Сейчас шмурдяк весь оттуда повыдуваю, который, видите, и можно класть алюминий будет. Ну и все. Итак, первый, как говорил, закладываю головку переплавленную. Опа. Все. И крышечку. Ждем расплава. А пока алюминий расплавится, можно прогреть один раз уже и кирпич, форму, чтобы хотя бы теплое что-то стояло.
дальше уже без вас буду. Смотрите, что сейчас покажу в тигеле с жидким стеклом стало. Его, наверное, надо было сначала прокалить впустую, вычистить. Видите, пузыри пошли какие. Теперь не знаю, помешает это или нет расплаву. Ну, будем надеяться, что нет. Раз жидкое стекло сюда пузырим, значит, оно не должно мешать. Зря переживал. Прошло пару минут, смотрите, что сделалось со стеклом. Оно как расплавилось. Прям блестит на дне. Так что должно быть все нормально. Так, расплавился, выключил я поддув. И теперь термопару меряем. О, уже перебор. 735. Ну, уже не повышается, все нормально. Значит, можно сейчас включать горелку, прогревать форму еще раз. И за это время как раз сниму шлак. Ну все, снимаю шлак и будем выливать. Плохо, закипел. Так, закипел он на кирпиче, алюминий. А прогревать его не получается. Он влагу тянет, тянет и тянет этот кирпич. Его надо в печке прокаливать. Короче, ладно. Повторяем все по-другому, только подложка будет, лист железа. Эксперимент номер 2. Поршень. Алюминий с поршней. А та пока остывает. Пусть остынет, достану, покажу. Ну там какашка, там в середине, там везде пузыри. Вот что я вынул. Вот что получилось. Но на дне вот. Закипел он на кирпиче. Короче, кирпич надо прокаливать. Вот так не получается. Ладно, сейчас после поршня закину опять заново это. И попробую теперь. Потому что поставил железный лист. И теперь буду прокаливать так. Теперь уже не должно быть никаких пузырей. И кипеть не должно. Так, ладно, пока я сейчас заряжу тигелек, а потом еще прогрею. Пусть остывает, потом посмотрим, что там будет. Так, ну он еще жидкий, поэтому думаю, на этот раз должно все получиться. Посмотрим. Так, ну вот он первый с поршней, который получился. Посмотрим, что будет. Подписываю поршня. Сейчас там уже с головки начал уже плавиться, потек. Так что уже пора прогревать вторую форму. Вторую. Ну, короче, форму пора прогревать. А потом, когда все три выплавим, вот с этой вот, потом проточим, посмотрим, что там за результат будет. Поехали, выливаем головку.
Ладно. Пусть остывает, а пока заряжаю последний. Вот этот вот прошлый стакан с прошлого видео. Все, вернусь потом. Вот у нас вторая готова, достал. Это у нас будет Г. Ну и посмотрим, что это за Г. Алюминий с головки или просто Г. Проверим. Сейчас третий уже скоро расплавится. Провел небольшой эксперимент на последнем вот этом алюминии, который со всего подряд. Я его разогрел до 800 градусов. И вот сейчас снял шлак и сразу вылил. Посмотрим, что будет при перегреве из 3 отливок. Будет ли разница вообще в них. Ну и вот она, последняя отливка. Подписываем. Как подписывать? Там поршня. Короче, ладно. В. Пускай. Все. Теперь надо их подписать еще вот так, потому что дно буду протачивать. Так, это у нас поршня. Значит, поршня. Это у нас головка. Значит, головка. Так, все, теперь к станку проверять будем. Так, первая будет, которая с поршней, алюминий. Первую плавил, первую протачиваю. Все, поехали. Сбрызнул керосином чуть-чуть. Ладно, потом рассмотрим. Следующая. Вторая заготовка. Алюминий из моторного алюминия. Короче, головка автомобильная.
Моторный алюминий полипучий будет, чем поршня. Заряжаем третью. Зарядил. Сборный алюминий, перегретый до 800 градусов. Ну все, снимаю, сейчас будем рассматривать. Вот они, наши блины, спеклись. Все. Ну, разница есть ощутимая. Первый точили поршень с поршней алюминий. Он весь в порох. Точится он лучше всех. Он не налипает на резец, но он весь в порох. Единственное, что я вот заметил, я форму под него грел меньше всех. То есть я его первый выливал, и потом вот эти две остальные я грел форму намного дольше. Может быть, это сыграло. Быстро он застыл, может быть, не догрел форму. Но дело в том, что автор канала Фолкрафт вообще форму не грел. Он поставил на кирпич форму и вылил. И в землю выливал, ну там в глину с песком. И у него пузырей не было. Видите, какой эффект? Так, дальше. Следующая головка. Вот он, моторный двигатель, моторный алюминий. Он лучше всего. Тут вот 1, 2, 3 мелких-мелких. Это грязь. А так это и не поры. Стирается и все, тут грязь. Уже налетела какая-то сажа. Он налипает, да. Даже с керосином на резец он липнет. Ну вот, получился моторный лучше всего. На нем, ну, вот кажется, что пора, а потом бах, это стирается. Черные какие-то. Или сажа, или еще что-то. Вот он похож, что без пор получился. Но я его не шлифовал. Ну, вот это лучшая самая заготовка получилась. Так, а вот это вот из всякого сброда. Он налипает на резец, но, как ни странно, пор тоже мало-мало. То есть все три болванки без дегазатора, без всякого там перемешивания. Расплавил, шлак снял, вылил. И вот, ну есть поры все равно. Короче, вот это лучше всего. Вот она чистенькая, хорошенькая получилась. Так, ну и отсюда можно сделать вывод, наверное, что все-таки автор Фолкрафта использует алюминий. Вот это он показывал, что плиточный какой-то где-то он, с чего я не знаю, брал такой бруски эти. Потому что вот они, 3 разных вида алюминия, они все по-разному. Ладно, этот может не догрет, форма была. Эти 2 были хорошо прогреты формы. Ну, здесь есть поры, здесь нет пор. Итог какой? Мучиться надо каждый эксперимент. То есть, чтобы без пор, это надо подсекать, это надо все записывать. То есть, вот моторный алюминий, он, получается, без пор получился. Этот с порами. Ну, на поделке-то он пойдет, тут мелкие поры. Я не думаю, что это как-то будет влиять. Где-то там на шкиву или на ролике каком-то. Так что я уже делал с таких нормально. У меня даже тиски алюминиевые дюралевые на фрезерной приставке с порами. И они не лопаются, они ходят нормально. Судить вам о моих ошибках. Вы все видели, в общем-то я показал, что, как каждую отливал. Давайте советы, что еще не так я сделал.
Потому что, ну то есть получается все равно, нет такого способа, пока я не нашел такого способа, который подходит под любой алюминий. То есть, какой бы ни закинул, и он бы получился отлично. Потому что бывает способ, там, под давлением я выливал, хороший получился. А потом без вас пробовал, просто без камеры отливать другого вида алюминий. Все равно поры есть. Ну ничего, я собрал еще пресс. Домкрат на 16 тонн поставил. И как-нибудь попробуем. С подогревом опять же формы, прям в прессе. И будем давить. А на следующем видео, скорее всего, я попробую все-таки на вибростоле с прогретой формой. Только, возможно, все-таки я буду делать в жестяной банке. Потому что в жестяной банке алюминий жидкий остается дольше, чем в такой вот толстостенной форме. Ну, может, я ошибаюсь. Пишите, поговорим. А на этом пока все. Давайте, всем удачи, здоровья. До новых встреч.